Здравствуйте! Меня зовут Елизавета Резенко, и я рада приветствовать вас на своем канале о дизайне. Сегодня я вам хочу рассказать о таком нашем классном проекте. И если вы хоть немного причастны к мотоциклам, то наверняка знаете, что в нашей стране никогда раньше не было комфортных условий для тренировок по бездорожью. А теперь есть, и это клуб Моторанчо. Хочу сказать, что это не просто проект, это прорыв в истории украинской школы мототуризма. И для меня большая честь, что нам посчастливилось принять участие в создании такого большого дела. С таким направлением мы работали впервые, но однозначно получили массу удовольствия. Потому что сам проект очень нестандартный, а это новый опыт, новые крутые знакомства и знания. Я сейчас не буду рассказывать о крутых и современных трассах для тренировок. Об этом, кстати, вы можете посмотреть на канале Моторанчо. Моя история будет про интерьер. Ну что, давайте смотреть? Практически о каждой детали интерьера я могу говорить бесконечно, потому что здесь мы подходили к разработке всего с большим вниманием, продумывали каждую тонкость и учитывали направленность объекта. И, конечно, большая часть всего, что здесь есть, можно считать эксклюзивом. Идея была такова, что поскольку это первый украинский мотоклуб такого характера, то и интерьер его хотелось наполнить деталями максимально украинского производства. И нам была поставлена задача создать стильное, современное, а главное комфортное пространство для любителей мототуризма и езды на мотоциклах по бездорожью. В разработку мы взяли только часть помещений, и о них я буду рассказывать подробно. А именно, это терраса, основное помещение, из которого мы попадаем в магазин, кабинет, тренерскую и коридор, который ведет женские и мужские раздевалки. Из каждой раздевалки есть выход в душевые комнаты. Цветовая гамма у нас определена была не очень обширная, всего 3 цвета. Это черный, графитовый и оранжевый. И в эту компанию влился еще светло-серый цвет, а именно цвет бетона, из которого у нас наливные полы во всех помещениях, раковины в раздевалках, кашпо для цветов и декоративная колонна в основном зале. С оранжевым цветом у нас получилась судьбоносная история. На старте у нас был самый яркий оранжевый, это RAL 2005, и его успели выбрать только для внешней отделки в экстерьере. И по счастливому случаю его не оказалось в наличии, когда мы приехали выбирать краску для мебели. Было принято решение остановиться на более светлом, более спокойном тоне, это RAL 2004, и это оказалось лучшим решением, потому что RAL 2005 он беспощаден, и в интерьере он смотрелся бы слишком тяжелый в сочетании нашей цветовой гаммы. А вот на фасаде он смотрится идеально. Само здание полностью состоит из металлических сэндвич-панелей, что сразу определяет нам направление некоторых технических моментов. Ну, например, вся проводка по электрике у нас могла быть только внешней, и светильники все могли быть только накладные. Вентиляцию на потолке в основном зале тоже не стали прятать, оставили ее открытой, но только все просматриваемые части сделали графитовыми в цвет потолка и стен. При входе в клуб первое, куда мы попадаем, это основной зал, который разделен у нас на несколько функциональных зон. И первым, кто скажет вам «здравствуйте», это будет администратор, для которого мы разработали комфортное рабочее место. Это стойка ресепшн. Ее расположение здесь не случайное, оно именно такое по некоторым причинам. Ну, во-первых, с этого ракурса просматривается весь зал, а во-вторых, большинство посетителей, заходя в двери, интуитивно пойдут направо.
Сама конструкция выполнена из МДФ, выкрашена в черный цвет. Столешницу решили делать из натурального материала, из дуба. Также покрасили в общий цвет. И фасадная часть задекорирована у нас вот такими квадратиками. Они здесь не просто так, это такая себе стилизация отпечатка протектора шин мотоцикла BMW GS 1200. Эти квадратики, они прошли долгий путь. Сначала мы это все дело придумали, потом была разработана 3D-модель, дальше их вырезали из МДФ на ЧПУ станке, потом их собирали, шлифовали, красили, клеили, и получилась красота. Мотивирующая надпись «Тяжелая тренировка для длинных путешествий» у нас выполнена также из МДФ и покрашена в фирменный оранжевый цвет. К столешнице прикреплена LED-лента, которая рассеивает свет по всему фасаду и создает красивый объем. В этой зоне еще мы разместили небольшое место для отдыха, для кофе-брейка. Для этих целей у нас есть стол для кофемашины, а также высокие столы с барными стульями высокими, еще удобный комфортный диван и журнальный столик. Часть мебели, а здесь это журнальный столик и стол для кофемашины, мы изготавливали самостоятельно на нашем производстве, а остальных наших лучших подрядчиков, не люблю это слово, наверное, заменю его лучше на производителей или создателей, я обязательно отмечу в описании. Нам необходимо было предусмотреть зону для проведения каких-то лекций, тренингов, собраний. И для этой цели мы расположили 5 столов в центре зала, которые можно будет двигать как угодно при необходимости, зависимо от потребностей проведения мероприятия. Телевизор мы специально повесили с этой стороны, потому что в обычные дни по нему будут фоново транслироваться передачи, связанные с мотоциклами, а в дни проведения мероприятий он будет как вспомогательный элемент. Зону отдыха от основного зала мы отделили вот такой вот декоративной колонной. И колонна представляет собой монолитную конструкцию из архитектурного бетона. Со стороны зала на фасадной части у нас нанесен логотип. А эту сторону мы задекорировали стабилизированным мхом и еще одной мотивирующей надписью «Никогда не сдавайся». Кстати, если вам будет интересно больше узнать про стабилизированный мох, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, и я подготовлю для вас видео на эту тему. И логично, что в зоне отдыха мы разместили 2 удобных дивана, таких же, как в районе ресепшн, и такой же журнальный столик. Не могу не сказать про этот стеллаж с кубками. Они все настоящие, и это только часть наград главного тренера Моторанчо. Хочу еще заметить, что вся мебель здесь выполнена из максимально износостойких материалов. И в основе, конечно же, металл. Такое решение было не случайным. Во-первых, это стильно, а во-вторых, учитывая особенности мотоклуба, это практично. Ведь мотоциклисты будут в специальной экипировке, которая часто будет грязной, и сама по себе она достаточно тяжелая и жесткая. А мебель из металла в таком случае будет гораздо выносливее других материалов. Также для удобства посетителей в основном зале и на веранде расположили питьевые фонтанчики с водой из собственной скважины. Вся эта история закручена вокруг эндуро-мотоциклов, и самый популярный среди них это BMW GS 1250, в народе просто гусь. У нас он послужил основой для многих элементов, и это логично, что такой красавец занял центровое место в основном зале. На самом деле по проекту здесь у нас такой же гусь, но из дерева. Этот красавец здесь временно, а законный владелец вернется на свои квадратные метры чуть позже.
Такого мотоцикла вы больше нигде не увидите, потому что мы его изготовили в единичном экземпляре, и вообще он мне приснился. А дальше машина была запущена со страшной силой. Мастер с золотыми руками, который, кстати, так совпало, является тоже владельцем мотоцикла Enduro. Он проделал колоссальную ювелирную работу. Он разработал копию мотоцикла BMW GS 1250. Он поделенный на сегменты. Дальше эти все детали вырезались, шлифовались, клеились, собирались, красились, скрывались лаком. И теперь этот красавец украшает, если не каждый инстаграм, то практически каждый инстаграм посетителей клуба Моторанчо. Основной зал от остальных помещений отделен стеклянной стеной, которую мы задекорировали транспортной пленкой с рисунком райдера в динамике, из-под колес мотоцикла которого вырываются просто брызги грязи, и как бы намекая, что, мол, ребята, здесь вам, скорее всего, не будет чисто, но однозначно будет круто. Такой прием мы использовали не случайно, потому что у нас была конкретная задача, и с этой стороны, со стороны основного зала, мы видим только рисунок, а с другой стороны, со стороны кабинета, тренерской, у нас стена практически прозрачная. Рядом с ресепшн располагается магазин, в котором можно приобрести все необходимое для тренировок, и мебель здесь нам также изготавливали всю под заказ. Спасибо, кстати, ребятам за то, что терпеливо все пересчитывали и предлагали новое решение после всех наших перепланировок, перестановок в этом маленьком, но гордом помещении. Так как коридор у нас длинный и здесь нет окон, но здесь есть темные стены и темный потолок, нам хотелось его немного оживить. Для этого мы решили нанести на одну из стен рисунок. И, конечно же, не обошлось без нашей талантливой художницы. Вы представляете, человек малюсенькими точечками рисовал этот рисунок размером 2,5 на 4,5 метра. Получается так, что этот мотоциклист у нас по уходу движения, когда мы направляемся в сторону раздевалок, и уже на подсознании закладывает предвкушение тренировки. Также удачным решением считаю то, что мы смонтировали эти яркие надписи на входе возле каждой из раздевалок. Сейчас мы находимся в мужской раздевалке для постоянных членов клуба. И эта раздевалка отличается от женской только размером помещения и количеством шкафов. Шкафы, кстати, мы можем по праву считать своей гордостью, потому что таких нигде больше нет. Мы их прорабатывали очень детально и учитывали все потребности и особенности мотоциклистов. И я вам скажу так, что шкафы получились такими крутыми, что если бы было какое-то сообщество металлических шкафов, то они бы точно его возглавили. Шкаф представляет собой конструкцию, выполненную полностью из металла. На фасаде прикреплена такая ячеечка для именной карточки членов мотоклуба. Дальше мы предусмотрели специально лавочку мобильную, которую ее можно будет отодвинуть, при необходимости убрать под шкафом и поставить на место. В самом шкафу здесь есть полка, на которой помещаются 2 шлема, штанга, на которую можно повесить экипировку, и низ шкафа мы специально сделали из сетки, потому что здесь будут ставиться мотоботы, а они часто будут грязными, и чтобы грязь не скапливалась по углам, мы приняли такое решение. Возле входа в душевую здесь разместили раковину с высоким зеркалом до потолка. Раковину установили на сварную металлоконструкцию, потому что, как мы помним, стены здесь из сэндвич-панелей металлических, и ничего тяжелого на них крепить нельзя. Для изготовления этой раковины использовали специальную силиконовую форму, в которую заливали и архитектурный бетон, и после процесса гидратации получился вот такой предмет сантехники, который сам по себе уже может служить очень сильным предметом декора. Душевые у нас получились тоже очень интересные. Здесь есть зеркало в полный рост, оно в раме из металла. И так как эта конструкция довольно-таки большая, и, конечно же, здесь возникали сложности при монтаже, потому что, как мы помним, стены из сэндвич-панелей, но с работой с этой справились наши мебельщики, с которыми мы работаем очень давно. Они проделали целую большую операцию спасательную, и это зеркало прикрепили уже на века. И, конечно, стабилизированный мох здесь смотрится идеально.
По бокам зеркала в качестве декора мы разместили металлические бочки с накладными раковинами, и над ними подвесные светильники, как дополнительное освещение. По двум сторонам комнаты у нас располагаются душевые кабинки, и если вдруг кто-то заблудится и будет долго-долго искать душ, то специально для этого на полу мы нарисовали подсказки. Краску мы использовали эпоксидную, для того, чтобы она не стиралась и не вытиралась. И я не понаслышке знаю, что люди, влюбленные в мотоциклы, им очень нравится, когда их окружают какие-то предметы, связанные с этой темой. Поэтому мы решили, что в мотошколе много мотоциклов не бывает. И в душевых кабинках на стенах мы нарисовали рисунки, отпечатки от шин разных мотоциклов. Сейчас мы находимся еще в одной мужской раздевалке, но у нее немного другое предназначение. И если в предыдущем случае все шкафы были металлические и подразумевали собой постоянное хранение экипировки членов мотоклуба, то в этой раздевалке переодеваются тренирующиеся, которые привозят либо с собой форму, либо им ее выдает клуб. Поэтому мебель здесь делать из металла просто не было необходимости. За этой дверью у нас располагается святая святых, это тренерская, и так как помещение достаточно компактное, мы не стали его утяжелять какими-то лишними предметами, но укомплектовали необходимой мебелью для того, чтобы тренеру было комфортно отдохнуть, переодеться или пообедать. Вообще хочу сказать, что проект этот счастливчик по части исполнителей, потому что люди брались за предложенную работу с большим интересом, предлагали разные варианты, звонили, интересовались, советовали. И в итоге все остались довольны своей работой. И это очень здорово, правда. И в завершение традиционно хочу поблагодарить наших заказчиков за такой крутой подход к работе, за доверие и за такой потрясающий объект. Спасибо вам, что смотрели, надеюсь, вам было интересно. С вами была я, Елизавета Резенко.